Пуритания. Английские староверы, сделавшие современный западный мир. Между возрождением и промышленной революцией Европа погрязла в насилии и фанатизме. Многочисленные городки переходили из рук в руки в ходе 30-летней войны, причин которой уже никто не помнил. А за души людей яростно бились католики и протестанты. Вторые обличали первых в торговле отпущением грехов, излишней любви к стяжательству и благословением войн единоверцев, а католики обвиняли протестантов в традиционной ереси новообращенцев, равнодушие к уровню жизни церкви вообще и избавление от всякой пышности обрядов. И именно за души верующих идет самая тяжелая война. Протестантизм имеет разные названия в разных уголках Европы, и если ее северная часть довольно быстро перешла на него, отринув католические догмы, то жители Центральной и тем более Южной Европы с огромным трудом проникались новым учением, вернее критикой реформации старого. То, что советские кинозрители знали по фильмам о приключениях мушкетеров под именем Гугенотты, и были сторонниками реформации во Франции. Их крепости осаждали д'Артаньян сотоварищи, но в целом судьба была у них незавидной. Подобно более древним еретикам, альбегойцам, засели в мощных крепостях и были постепенно разбиты и рассеяны королевскими армиями. Короли Европы южнее Германии предпочитали оставаться в папской власти и объявили войну реформистам. После поражения протестантизма во французских религиозных войнах Англия принимает большое количество гугенотских беженцев. Десятки тысяч французских кальвинистов стекаются в города и крупные поселки Англии в первом притоке мирной эмиграции в Великобританию. Беженцы знакомят Англию с кальвинистской теологией, и в течение следующих десятилетий происходит взрыв диссидентского протестантизма. Он больше всего нравился людям среднего достатка и мастеровым, так как учил, что мирское богатство, достигнутое честным трудом, есть Божье благословение, и вообще человек должен трудиться, так как это уподобляет его Творцу, бесконечно улучшавшему мир своими усилиями. Соответственно, право на управление обществом для высших слоев, ведущих праздный образ жизни, ставится под сомнение, как и роль церкви, которая выступает оправдателем такого устройства общества, что и вызвало конфликт, переросший в войну. Но проблема была еще и в том, что кальвинизм требовал честности и у самих протестантов, ведь победив в Англии, он не выполнил ряд своих обещаний. Церкви протестанты забрали у Ватикана, но раздали их не обществу, а знати, продолжив по факту прежнее положение дел. Церковные суды часто работали себе в прибыль, рассматривая мелкие дела среднего класса, прелюбодеяния или наветы, и обогащаясь на штрафах. Бедных не судили, так как они были нищими, а богатых трогать боялись. В итоге средний класс только и принуждался к поборам. Королевский двор напоказ нарушал церковные запреты. Например, ставил балы в воскресенье, тратил огромные суммы на театры и развлечения, погряз в разврате. Вершину церковной иерархии вновь заняли те же лица, бывшие католики. Кто был близок к властям ранее, те же священники, что строго следовали протестантской скромности и удаления от властей, оставались в самом низу. Среднему классу нравилось считать себя избранным, что объявлялось в кальвинизме. Ведь знать погрязла в грехах и упадке, а низшие ведут праздный образ жизни, потакая своим порокам и отлынивая от труда. Только мастеровые способны обуздывать свои греховные начала и направлять их в труд. Выборность всех должностей в обществе и церкви делала жизнь более справедливой и предсказуемой вместо ранее бытовавших назначений монархами. Причем всех лиц до каждой деревни включительно. Где, разумеется, посты получали далеко не те, кто имел талант и способности. На таком фоне, подстрекаемый французскими кальвинистами, в Англии появилось движение пуритания, то есть чистое, избранное, которые занялись переустройством своего общества по избранным канонам и перестали подчиняться окружающему упадку и грехопадению. Противники нового течения быстро переименовали их в лицемеров, так как оба термина в английском звучат похоже, намекая, что под благими лозунгами они часто поступают ничуть не лучше других, обогащаясь, едва придя к власти. Радикальные пуритане считали, что Ватикан и римский папа и есть пришедший в мир антихрист, соблазняющий золотом, ритуалами, властью, слабым духом людей, и особенно правящий класс.
Поэтому они руководствовались идеями лидеров реформации – Мартина Лютера, Кальвина, Буцера и других, и полностью лишали церкви власти, богатств, пышных одеяний, икон, ритуалов. Церковь – лишь дом Бога, где каждый может молиться о своем напрямую. Роль священника же сводится к административным функциям и роли скорее первого среди равных, но никак не к проводнику благодати. Неопределенность структуры и лидерства привела к моментальному разделению пуритан на сотни течений и вариаций, часто конфликтовавших друг с другом, с разными харизматичными лидерами во главе. Но общая канва убеждений была более-менее однородной, отличаясь лишь в степени радикальности. Так как в Англии протестантизм победил уже, то пуритане сначала не встретили сильного сопротивления и отличались нетерпимостью католической церкви в целом. Они крушили церкви, ломали дорогое убранство в них, закрашивали образа для того, чтобы вернуть все в русло библейских проповедей, то есть бесед нищих людей с Богом без всяких украшательств. Среди пуритан было много университетских преподавателей, и они быстро сформировали базовые принципы жизни благочестивого пуританина. Чтение Библии с буквальным пониманием ее текстов к современной жизни. Коллективное чтение, пение псалмов и разбор жизненных ситуаций с оценкой правильности поступков настоящих членов общины или же библейских героев. Тотальная бережливость и экономность, так как богатство следует понимать как временное и мирское явление, скорее искушение, чем благо, и оно не должно влиять на образ мысли и образ жизни богача. Скромность во всем от мыслей до одежды, аскетизм и религиозная нетерпимость к прочим, как к заблудшим душам. Такая суровая модель быстро встретилась с трудностями. Среди пуритан было много предпринимателей, разбогатевших на автоматизации труда, и им хотелось как-то отличаться богатством на фоне прочих, что вызвало резкую критику общин и лидеров. Влачить нищенскую жизнь людям, в кассе которых миллионы, не хотелось, что вылилось в широкое обсуждение, обличание и попытки примирить стороны. В итоге кризис преодолели тем, что богатство объявили земным даром за угодность деяния для Бога. Им можно пользоваться во благо, но необходимо жертвовать на благотворительность и вкладывать средства в труд и умножение порядка на земле, то есть производство, а не в ростовщичество. Собственно, это узнаваемый ныне образ западного миллионера в простой одежде на недорогой машине, неотличимый от толпы, и лишь немногие знают, насколько он богат на самом деле. И вскоре принципы дали успех. Бережливость и экономность освободила огромные деньги, которые пуритане вкладывали в экономику, в свое дело. Они не пили, не играли в кости, не женились по многу раз и не содержали гарема любовниц, поэтому они богатели и богатели. А так как завоевать тотально Англию им не удалось, то они везде жили общинами из своих, не единоверцев скорее, а больше близких по духу людей. И эти ячейки поддерживали друг друга, помогали деньгами, создавали рабочие места для своих, целые сетевые предприятия. Точно так же, как староверы в России, пуритане вскоре достигли большого богатства и влияния. Еще одной негласной ценностью стала экономическая свобода. Ремесленники, которые зарабатывали себе на жизнь свободным трудом, мастеровые, торговцы, землевладельцы, все эти люди не устраивались на работу, не прислуживали вельможам, а только выполняли заказы клиентов и категорически не хотели идти в кабалу отношений к государствам или крупным бизнесам. И это стало раздражать и богатых, и властных, и простолюдин. Над пуританами стали смеяться, как над странной сектой фанатиков, выискивая у них недостатки или примеры, когда слова расходятся с делом. Театр и королевский двор высмеивал их назойливость, попытки все переделать на свой лад и всех заклеймить грешниками. Наживу в тех сферах, где вообще-то происходят нечестивые дела, на их взгляд. Свадьбы, военная служба или пошив одежды. К XVI веку термин «пуританин» стал синонимом глупого и странного человека. Шекспир прямо пишет «12-й ночи», обращаясь к аскетичным пуританам. «Так что, если ты добродетелен, теперь не быть ни вину, ни вкусным пирогам?» Бен Джонс, английский драматург, смеется над булочником-пуританином, который закрыл свою процветающую лавку, так как его булки и пироги едят на свадьбах и пирах, в кабаках и борделях, зрелищах не для добрых христиан. В ответ на это пуритане еще более замкнули в строгости. Интимная жизнь супругов должна быть не только в браке, но и исключительно для зачатия детей. Воскресный день отдыха соблюдался с такой же фанатичностью, как у ортодоксальных иудеев шаббат, и этот день полностью посвящался церкви и молитвам. Искусство любого вида могло существовать только как религиозное действо,
нравоучительного плана, все прочее же есть грех и разврат. Известно, что лондонские пуритане устроили бунт после того, как королева Елизавета I разрешила театральные постановки в городе, далеко не все из которых были нравоучительными. Расселение пуритан происходило по экономическому принципу. В больших городах, где есть товары и работа, их будет много. А в сельских общинах, где только помещики и крестьяне, пуритан не найти. Поэтому в Лондоне была самая большая община пуритан, и оттого его звали мятежным городом, так как любое решение пуритане могли оспорить и отстоять с оружием в руках, причем неоднократно. Для короны это стало источником проблем. После революции классы и без того не доверяли друг другу, помня о постоянных предательствах и заговорах в духе «Игры престолов», а теперь еще в самой столице есть постоянный очаг раздора. И сам этот очаг считает королевский двор и большинство горожан сущими чертями, погрязшими во лжи, пороках, и лишь притворяется лояльным. Тем не менее, с таким соперником пришлось уживаться, и пуританская мода стала повсеместной. Аскетизм проник во все сферы, от одежды до любовных страстей, и сделал Англию страной мрачных фанатиков, даже если те были далеки от пуританизма, так как иначе с вами просто не будут взаимодействовать многочисленные и влиятельные земляки. К тому же скоро в Англии нашли спасение и фламандские ткачи, близкие пуританам, спасавшиеся от герцога Альбы, пополнив число сложных горожан. И корона периодически взрывалась репрессиями. Стремясь погубить и разорить неудобных сектантов, тюрьмы были переполнены самыми солидными торговцами и обывателями. Суконщики были изгнаны из их домов, и тысячи рабочих, мужчин и женщин, которых они наняли, были обречены на голод. Это обвинение, выдвинутое вигами против пагубных последствий политики Тори. На помощь пуританам пришли философы и экономисты. На сотнях примеров других стран не убеждали, что именно такого рода люди приносят наибольшую пользу стране и обществу в целом, и притеснять их – безумная дорога к разорению нации. В папской религии имеется нечто наподобие естественной несовместимости с предпринимательством. Между тем, как у реформаторов, например, чем больше их религиозный пыл, тем больше их склонность к торговле и промышленности, поскольку безделье незаконно. Внутренние интересы Англии заключаются в развитии торговли через устранение всех помех и в городе, и в деревне, а также в принятии законов, которые могут помочь этому и сделать это наиболее удобным образом. Их стали терпеть, хотя и продолжали высмеивать. Более того, обилие сектантов в обществе Англии привело к удивительным результатам для Европы. Англия георгианской эпохи изумляла иностранных наблюдателей, таких как Вольтер и Монтескье, как рай для буржуа, где преуспевающий торговец мог легко оттеснить обедневших владельцев аристократических фамилий, выкупить их имения и слуг, при том, что сам пару поколений назад мог лишь чистить им сапоги по утрам. Однако для большинства пуритан должности мелких ремесленников, торговцев и мастеровых оставались потолком. Об этом также упоминали экономисты тех лет, говоря о том, что мышление у лавочника и фабриканта идентично до мелочей, разница лишь в капитале. Это создавало напряжение в их среде, так как упорный труд что-то не спешил дать им обильные плоды земного богатства и процветания. В некоторых городах пуритане стали настолько сильно высмеиваться, что были вынуждены мигрировать в Голландию, а затем оттуда, где их тоже не взлюбили, в Новый Свет. И именно там расцвела их община. Значительную часть американцев составляют пуритане и их потомки, от фанатичных амишей до современных калифорнийских яппи. Все те же ценности – бизнес, работа на себя, отстаивание своей небольшой общины даже с оружием в руках от посягательств, упорный труд 6 дней и церковь по воскресеньям. В Америке нашли свой дом миллионы пуритан, кто не смог пробиться в высший свет в Европе. Обилие земли, ресурсов и свободы – то, что было им нужно всегда, и фанатичное трудолюбие с бережливостью быстро принесло плоды в виде процветания Северной Америки. Случайность для прочих, для пуритан же все снова объяснялось просто. Бог увидел, как велики труды пуритан, и дал им новую землю и возможности вместо Старого Света, где им уже не осталось места. В трудах ряда пуританских авторов английское общество рассматривалось как развращенное, греховное, откуда следовало бежать, чтобы спасти себя и своих детей. Викторианская мораль конца XIX века в Англии стала реакцией на процветание пуритан. Сама королева вела моду на аскетизм при дворе, после настоящего содома, царившего там до нее, с любовницами, законными детьми, гаремами фрейлин и гомосексуальными опытами.
Ей двигало осознание пагубности предыдущей модели и желание опереться на какой-то проверенный базис, и им стало такое близкое течение пуритан рядом. Другое дело, что одновременно с этим процветал детский труд, проституция, а запрещенный гомосексуализм открыто пропагандировал выдающийся писатель Оскар Уайлд, да и сама королева Виктория любила рисовать почему-то обнаженных мужчин. Как вы считаете, есть ли разумное зерно в этике пуритан? Или это лишь секта, ставшая многочисленной и оттого известной? Пишите в комментариях. А также подписывайтесь на Boosty и Patreon, где есть ролики, никогда тут не публиковавшиеся. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.